Давайте з вами поговоримо про Путіна, тому що, точніше, про смерть Путіна. Російського диктатора Володимира Путіна неодноразово намагалися вбити. Про це начальник ГУРМО України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю НВ. Водночас він порівняв Путіна, перспективу смерті Путіна зі смертю Йосипа Сталіна. Тоді людям здавалося, що весь їхній світ завалився і не було зрозуміло, як жити далі. Враховуючи те, що Путін при владі понад 20 років, чи буде це схоже відчуття, на вашу думку? Чи дійсно зараз у росіян існує страх втратити свого правителя, бо він є гарантом їхньої життєвої стабільності, як вони думають? Смотрите, какая удивительная, причудливая усмешка истории. Сталин родился в 1879 году. То есть, грубо говоря, в 53 марте, 5 марта, когда он умер, предварительно полежав, значит, в луже почти 2 с лишним суток, известная история. Ну, что получается? Ему было 74 года, он, да, где-то так, чуть меньше, 73. Путин близок к этому рубежу. Путину 72. Но Сталин имел сухую руку, любил грузинское вино, пил, курил трубку, герцоговин флор курил, покупал такие сигареты, герцоговин флор ему привозили самолетом. Он крошил этот табак в трубку, курил трубку. У него были эмфиземы легких очень тяжелые, вот, из-за курения всю свою жизнь. Вот. Слабое сердце, в общем, несмотря на то, что даже много дурных привычек. Он плохо спал. Вот говорят, что он по ночам работал. Это не потому только, что ему нравилось, а потому что просто он спать не мог. У него была бессонница. Он засыпал под утро, поэтому все совещания, вся работа происходила ночью. Все наркомы собирались на совещание у Сталина, там, военные командиры только ночью. Генералитет и так далее. Путин много лучше отличается от Сталина с точки зрения вот таких приобретенных заболеваний. Он никогда не курил, он не злоупотреблял спиртным. Сейчас он вообще многие годы уже не пьет, это известно. Вот. Он следит за своим здоровьем, плавает, массажи, всякие омолаживающие процедуры. Ну, что и говорить. Шаманы. Даже нам не... Что у него? Шаманы у Путина. Шаманы это, да, это он делает, но это скорее для психологического какого-то успокоения, так сказать. Вера во все эти оккультные магические обряды, которые помогают ему омолодиться, это такое себе. Нет, там реально физическое воздействие на него, какая-то фармподдержка, это медицинская работа с ним. То есть, она его здоровье поддержит в нужном состоянии. Но вот тем не менее, он же ведь тоже узурпатор и диктатор, сопоставимый со Сталином. Это факт. Даже хотя бы по степени его самоизоляции. Посмотрите, она столь высокая, такая же, как у Сталина. Сталин, кстати, например, никогда не был на фронте. Понимаете? В отличие от Гитлера. Гитлер с передовой часто не вылазил. А Сталин вообще был очень замкнут в узком пространстве своем. Дача в Кунцево, ближние дачи, дальние дачи и, собственно, Кремль. Вот. И в кабинете, где он частенько спал, у него там комната была, ему стелил Поскребышев, его секретарь. Он спал, потому что тоже были условия безопасности такие, понимаете? Чтобы сильно не кататься. Боялся. То есть, опасения были. Путин в этом смысле тоже отличается некой такой вот боязнью покушения, боязнью там, воздействия на него и так далее. Поэтому он сильно изолирован. Отсюда, кстати, охранники, которых он поднимает до уровня губернаторов, министров, там МЧС у него охранник работает. И вот Дюмин известный, который был губернатором до последнего момента Тульской области, сейчас Госсовет возглавляет его помощник, правая рука, что называется. Может ли грозить Путину вот это, знаешь, Хрусталев машину знаменитая, Бериевская, когда товарищ Сталин отдыхает, а у него был инсульт, уже кровь залилась, значит, сосуды полопались. Холестериновые скопления были, бляшки в сосудах. И, в принципе, сделать уже мало чего можно было. Человек, он был не молодой, медицина на другом уровне была, но все-таки можно было как-то что-то предпринять. Такое тоже возможно, но я хочу подчеркнуть, что шансы на его скоропалительный какой-то удар такой, да, инсульт или инфаркт обширный, очень-очень невелики. Он все-таки следит за, пусть даже изношенным, но своим организмом в такой степени, и его охрана, и его окружение ближайшее, Юрий Ковальчук, кстати, курирует эти вопросы, что представить себе одномоментное такое событие, и чтобы его оставили лежать в луже, даже если очень хотелось бы, чтобы он быстрее отошел
на тот свет, не представляется, в общем, реальным. Почему? Потому что мы не можем судить, это вообще закрытая система. Но я глубоко убежден, что Путин делал выводы, в том числе из смерти Сталина. Он делал эти выводы, понимаете? Как это ни странно, Путин извлекает уроки из предшествующего периода, ну, особенно 20 века, как, в общем, вожди завершали свой путь. И он хочет максимально себя обезопасить, хеджировать эти риски. Отсюда, кстати, не случайно, что он готовит, собственно, трансформацию в династический режим этой тоталитарной системы, чтобы наследство его досталось детям, там, внукам, или же самому близкому окружению, как я шучу, он возьмет за Дюмина, отдаст обоих своих дочерей, сделает вот из них там двух его совсем близко родственных женами Дюмина или кого-то такого же. Да? Но неважно, смысл здесь и суть, что он сделал выводы, как поступать не надо. И мне кажется, что вот эта гигантская машина обслуживания, которая есть у Путина, она, во всяком случае, естественного пути вот такого, его устранения, да, при болезни, при которой ему никто не поможет, в расчете, что он быстрее двинет кони, как у нас говорят, наверное, такого не будет. То есть так история дважды не повторяется. А вот представить себе отравление или какое-то вот воздействие при помощи каких-то сторонних сил, ну, этого исключать нельзя. В принципе, всегда такое возможно. Он пытается от этого защититься, но в принципе при нынешнем развитии средств такого дистанционного поражения, яда, всего остального, я бы этого не исключал, вы знаете, совсем даже бы не исключал. Когда механически будут нанесены повреждения, неестественные или механические, которые вызовут естественные последствия, медицинские и другие, которые, в общем, приведут к летальности ситуацию, да? Это я могу, вполне могу, потому что, ну, наверное, вопрос только открытый, есть ли в окружении такие люди, которые готовы и хотят осуществить подобного рода действия. Ничего нельзя исключать. Двор закрыт, что называется, русский двор, он закрыт от глаз, мы ничего не знаем, оттуда мало просачивается информации, судим мы только по каким-то отрывочным сведениям, которые накапливаются, ну, большей частью от западных разведок, будем честны. Да? Западные разведки сами эту информацию сливают для того, чтобы дать ее экспертам обсудить и услышать какие-то по этому поводу соображения. Очень много информации, 90% информации – это сливы от западных спецслужб, которые просто слушают телефоны, проверяют и переиллюстрируют почту. Все это американские игрушки такие, серверы в Америке находятся, поэтому они просто всех слушают. И я думаю, что иногда, вот когда мы видим под видом каких-то статей в западных публикациях, либо каких-то перебежчиков, это в основном озвучивание той інформації, которыми обладають все-таки американські спецслужби. Такое моє мнение. Ми з вами проговорили про ймовірну смерть Путіна, але можемо констатувати смерть, точніше дві смерті в наступному контексті. У Росії за 2 дні померли 2 людей, бізнесмен і державний службовець, пов'язані із колишнім заступником екс-міністра оборони Росії Сергія Шойгу, Тимуром Івановим, якого у квітні заарештували у справі про хабар. Що це за загадкові смерті? Очевидно, що вони, ну, це не співпадіння якесь, адже усі 2 пов'язані з Тимуром Івановим. Ну, вы знаете, там детали неизвестны. Я только мельком видел это в ленте. Ну, давайте так в целом об этом скажем. Бывает ли так, что какие-то фигуры, какие-то нежелательные фигуры или свидетели устраняются подобным путем в России? Да, ответ да. Мы такое видели. И не только в России, но за ее пределами. Кто-то скажет, ну, это у вас нет доказательств. Да? Но мы их и не ищем, потому что мы не следствие, не оперативная служба для того, чтобы выискивать точные доказательства. Они могут стать достоянием публичности другими путями. Но сам факт, что разве Россия такого никогда не делала? Или мы не видели попыток убийств или даже убийств при помощи разного рода средств, которые должны были выглядеть как естественные причины смерти? Тем не менее, это происходило в Великобритании, мы такое знаем, с Скрипалями, с Литвиненко. Другие менее известные случаи, но такие же удавшиеся, неудавшиеся попытки. А в России так это целый спорт. Но, безусловно, без спецслужб такие вещи не обходятся. Что касается Тимура Иванова и Шойгу, вы же поймите, это же гигантские деньги. Помимо, собственно, какого-то там государственного начала, государственного интереса, ведь это гигантские, огромнейшие деньги.
невероятного там размера и масштаба. То есть, конечно, тут за меньше это, извините, там, не там высморкался, могут башку снести. А уж когда речь идет о миллиардах долларов, а там точно подряды и контракты, которыми ворочал Тимур Иванов, как доверенное лицо Шойгу, ну, это были просто несметные сокровища, понимаете? Поэтому убийство здесь не является чем-то исключительным. Да, кого-то могли запытать, выявляя, значит, коды от кошельков криптовалютных, кого-то могли просто отравить для того, чтобы он лишнего не сболтнул, а под это дело, значит, выгребли там все деньги, которые на нем числились. Налево-направо. Такие вещи происходят, причем где-то с станции непосредственно Лубянки или даже Кремля, где-то по горизонтали кто-то просто свои вопросы решает. Жесткая там жизнь, понимаете, жесткая конкуренция внутри государственного потока, очень жесткая. И Тимур Иванов, в частности, пал именно ее этой жертвой одной из, будучи привлеченным к ответственности. И все его доверенные лица, их, конечно же, было много, потому что такими деньгами ворочать их нужно расталкивать по разным точкам. Вот. Да, конечно, и безусловно, попытки, значит, эти деньги найти могут и убивать. Ничего тут удивительного нет. Просто я к тому, что помимо каких-то государственных, это какой-то изменник или там какой-то человек, который, значит, себя дискредитировал там с доверием или чем-то. Нет, это могут быть банальные причины, сугубо было ваше, стало наше. Это просто денежный вопрос. И я говорю, мы такое видели. Нічого здесь удивительного. Марк, я уточню з приводу цього повідомлення, я російською процитую. За 2 дня в России загадочно умерли бизнесмен Игорь Котельников и чиновник Минобороны Магомед Хандаев. Их связывают с бывшим заместителем Шойгу Тимуром Ивановым, которого в апреле арестовали по делу о взятке. І стосовно от смерті, теж російською процитую, по словам члена Российского совета по правам человека при президенте, Котельников умер после пребывания в карцере СИЗО якобы из-за отрыва тромба. Отрив тромба, ну, це очевидна причина, стандартна причина смерті для російської системи Федеральної служби, яка виконує конкретні накази. Марк, про підписання законів з боку диктатора Путіна. Путін підписав закон про найбільше підвищення податків в історії Росії. Воно забезпечить майже 17 трильйонів рублів протягом наступних 6 років, що еквівалентно там 120 мільярдам доларів. Про що може свідчити ось таке наймасштабніше збільшення податків у Росії, налогів? Ну как, это свидетельствует о том, что денег не хватает, и что это и дальше будет идти. Сейчас это, кстати, бурно обсуждается, вот это повышение налогов, вот, именно в России, но я вижу и в пабликах, и, так сказать, и в чатах отдельных, значит, под видео, там, где об этом говорят экономисты и так далее. Так а что, здесь ничего удивительного нет. Здесь нет ничего удивительного, ситуация не такая благостная, как ее рисует Москва. Они просто выкачивают свободные финансовые ресурсы из населения. Это очевидно, нужно финансировать войну, и воровать тоже нужно, понимаете. И брать это нужно, снимая шкурку с этого самого населения. Вот. Могли бы они без этого обойтись? Ну, видимо, уже нет. Видимо, уже нет, ведь до этого обходились без повышения налогов. Там и так налоги-то, в общем, местами даже грабительские, потому что просто от них уклоняются, многие не платят, но сами по себе шкала налогов-то, она достаточно не гибкая, в том смысле, что при желании, значит, можно включить по полной. Мы, кстати, видим, они периферийно экспериментируют на каких-нибудь блогерах там, и так далее, щемят, значит, что они там не доплатили и так далее. Поэтому повышение налогов – это естественный процесс в условиях войны, потому что Украина, слава богу, получает помощь от союзников, а Москва такой безвозмездной помощи не получает. Поэтому приходится грабить собственное население. Эти деньги идут не на строительство школ, дорог, больниц. Вот это важно понять. Это деньги на войну, на продолжение войны. Вот это важнейший вывод из всей этой истории. И я считаю, что да, и повышаться налоги будут, и вводиться вообще новые налоги будут. Они давно мечтали там массу новых налогов ввести, там, на бездетность, еще что-нибудь, то, что в советском условии было. Такое возможно. Такое возможно, и процесс этот, он будет идти с ускорением, в зависимости от того, сколько потребляет и война. Я напомню, сейчас уже бюджет военный беспрецедентно с 2,5-3% условно, да, поднялся до 8%. Ну, то есть в 2,5
Почти 3 раза, там, ну, чуть меньше. Но так это же беспредел, просто война стоит больших денег. И чем дольше она длится, тем денег меньше, что тоже очевидно. Источники ресурсов иссякают. Так что, в общем и целом, да, они на это идут и, в общем, по-видимому, реализуют вот эту налоговую инновацию. Кстати, Мишустин, большой пропагандист, бывший глава налоговой службы, а ныне премьер уже по второй своей каденции, был большой сторонник повышения налогов, между прочим. Мало кто знает. Всегда на это настаивал. Таким вот образом. Марк, зате Путіна продовжують вихваляти, хоч і збирає по останній грошині з російського населення, зате не всі, а частина населення продовжують любити Путіна. У Путіна лякають провокаціями. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію. Для того, щоб якось на рівні з цією особою сприймати такі заяви, нам, Марк, треба, певне, стільки ж випити алкоголю, як прес-алкаша Захарова. Що це за такий шантаж, залякування, або ж дійсно, чи можуть готуватися до подібного росіяни? Во-первых, они по этой дамбе, по-моему, уже врезали разок, не говоря уже про другие объекты критической инфраструктуры, энергетической инфраструктуры Украины. Единственное, что они, по-моему, только обходили, это энергореакторы атомных станций. Их в Украине есть, по-моему, около 15 штук. А все остальное, по-моему, что только не подвергалось ударам, причем без всяких провокаций. Просто брали и ракетами стреляли по этим объектам. Так что с точки зрения, а зачем украинцам выдумывать какие-то провокации, если это и без того является мишенями для российских ударов по территории Украины? Это логично, понимаете? Ну, я как бы всегда из формальной логики скажу. Представить, как мыслит Захарова, могу с трудом. Такое ощущение, что у нее мерцающее сознание в этом смысле. Но, с другой стороны, если поискать рациональность в этом, мне кажется, что все вот сейчас последние заявления после ударов по Ахмадету и Киеву, когда Минобороны сухо отчиталось, что это, говорит, не мы и все. Без всяких вот пояснений и так далее. Ну, это противоракеты, говорит, украинская и все. Хотя факты свидетельствуют об обратном. Они, мне кажется, заранее готовят свои новые удары путем вот сопровождения информационного в виде того, что это типа сама Украина себя обстреливает, сама Украина взрывает из провокативных целей. Это неубедительно. Никого это не убеждает. Но они выполняют в этом смысле свою работу. Для Захарова и врать или придумывать – это вообще вещь не новая. Можно ли из этого сделать вывод, что они готовятся ударить по этой дамбе, да? И готовятся и другие объекты такого рода изнищать? Ну, да. Да, у этого есть анонс. Они, как вы понимаете, сложно себе представить, что они не может стать для них целью. Вот что для России не может стать целью. Энергореакторы на атомных станциях, да, атомные реакторы, это такой край уже, потому что это может и в обратную сыграть, потому что Бог знает, к чему это приведет. Поэтому тут еще как-то у них сдерживающие какие-то срабатывают механизмы. А так, в целом, я не знаю ни одного такого отраслевого объекта, неважно, гражданская инфраструктура, военная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, любая, да, по которому вообще не наносились бы удары. От торговых центров до подстанций, от энергоблоков различных станций, вырабатывающих тепловую энергию, электроэнергию, там, детские больницы. Каких объектов в этом перечне еще за 2,5 года войны не было? Поэтому, это часть пропаганды, это часть, такой говорильни, которая необходима всегда для озвучивания текущих целей и средств войны. Поэтому я бы, честно говоря, Захаровой вообще значения не придавал то, что она говорит. Если, повторяю, делать далеко идущий какой-то вывод, то только в том, что действительно, как Орбан заявил, 2-3 ближайших месяца будут горячими. Наверное, они пытаются оправдывать подобного рода намерения, подобного рода же заявлениями. Марк, що очевидно, то у Росії, у країни-терористки немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева, тому що знищити ці об'єкти ракетними ударами неможливо. А варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною, тому
що вони там намагаються зробити. Дійсно, можливо, так само пам'ятаєте, от військово-політичний оглядач Олександр Коваленко написав, згадайте, як у травні, за місяць до початку саміту миру у Швейцарії, Росія почала наступ у Харківській області і намагалася усіх залякати тим, що має достатньо сил, щоб продовжити окупацію нових територій України і відкриття нових фронтів. Таким чином, росіяни, можливо, намагаються дотиснути Україну, погодитися на їх умови. Чи не так? І пам'ятаємо, що у липні напередодні саміту ювілейного НАТО Росія завдає терористичного ракетного удару по Україні і обирає для себе пріоритетом знищення цивільних цілей, як ви згадали, удар по дитячій лікарні ОХМАДИТ у Києві. Тобто знову простежується позиція «домовляйтеся, або ми будемо продовжувати далі вбивати вас». Ультимативні методи. Ну, я думаю, да. Я думаю, что вот разные эксперты, кто-то расходится в оценках, но большая часть сходится на том, что усиление этих ударов, выборы новых объектов, детская больница – это такое новое, да, новое. Не единственное, не последнее, будет еще что-то такое же чувствительное, ну, там, я не знаю, детский садик, там еще что-нибудь, да. То, что, в общем, свидетельствует о выборе средств и методов давления на Украину. Но вы знаете, не только на Украину. Почему? Потому что на украинцев давить очень сложно. Они всякое видели, люди гибнут на фронтах, близкие, родственники и так далее. И украинское общество, оно от этого, при всей измотанности его от войны, оно все-таки не готово к тому, чтобы поддаться на это ультимативное давление и принять план Путина и все, что из него следует. А вот на Запад это может производить впечатление. Вот может производить впечатление, потому что они, даже не являясь непосредственным объектом, на Западе, наблюдая это, они говорят, ну, мы имеем дело с психами, давайте как-то все-таки пойдем хоть на какой-то вариант прекращения огня для того, чтобы, ну, вот избежать хотя бы вот чего-то подобного. Потому что мы, видите, вот как детские больницы разрушать сами не можем. Да? То есть для нас это даже болезненнее как-то, вот, с точки зрения наблюдения со стороны. И мне кажется, что да, основной месседж отправляется, основной сигнал все-таки Москва отправляет на Запад. Что мы действительно ничего, ни перед чем не остановимся, мы стремимся получить свое. Прекращение огня нам выгодно сейчас, да, на условиях того, что это приведет к перемирию и дальнейшим военным переговорам, то есть мирным переговорам, которые должны пройти с учетом наших предварительных условий, которые Путин озвучил. Их 3. Это, соответственно, передача ему 4 областей под контроль до административных границ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, да, с выводом вооруженных сил Украины с их территорий, неоккупированной части этих областей, отмена всех санкций и внеблоковый статус Украины, то есть запрет на ее вступление в НАТО. Это предварительные условия. Можно себе представить, какими будут условия внутри. Да, это действительно средство давления. Такая эскалация, она как бы говорит о том, что мы ни перед чем не остановимся. Вот нам надо вдавить эти условия в Украину, да, чтобы она пошла на эти прекращения огня, переговоры под угрозой уничтожения детских учреждений. Ну вот мы это будем делать. А раз мы такие, мы, значит, ничего не боимся, поэтому проще с нами договориться, нежели оставить все как есть. И другого сигнала я здесь, честно говоря, не усматриваю. Мне кажется, что он один и достаточно прямолинейный, потому что любые попытки интерпретации этого как односторонняя попытка срыва любых намерений, будь то с швейцарским саммитом, будь то с миссией Орбана или чем-то другим, процесса самого консультации или там переговоров уже, ну, как-то не выглядит убедительно. Тем более, что Москва, она всегда сопровождала этой эскалации боевых действий, невзирая на любые попытки договоренности. Я напомню, когда в марте в Стамбуле шли переговоры 22 года, вот те первые, которые прервались после Бучи, ну, так Москва же отказывалась прекратить огонь на предложение Киеву прекратить огонь на период переговоров. Я говорю, нет, мы будем продолжать это делать. В этом смысле для них ситуация, по большому счету, не изменилась. До момента начала реальных переговоров они будут эти действия эскалировать, а потом, да, если будет прекращение огня, могут в какой-то части пойти на такую уступку. Просто они должны создать ощущение и на Западе, но в Украине в том числе, что невыносимость этих ударов и их последствий по территории Украины может компенсироваться или может замениться только исключительно на прекращение огня двустороннее, при котором, да, при прекращенном огне должны начаться немедленные переговоры. Потому что, ну, вы же понимаете, сегодня прекратил огонь, если не по-твоему что-то, ты взял, опять возобновил. Ну, а каким обязательством это ведет? Если прекращение огня, оно бы было бы безусловным, да, там,
Прекратили огонь, и все. А будут переговоры, не будут, еще там большой разговор. И второе, смотрите, какое эффективное могло бы быть прекращение огня, на которое бы даже Украина, возможно, пошла бы. Линии фронта, оставим ее в покое, там люди перестреливаются, это понятно. А вот давайте прекратим обстреливать взаимно территорию друг друга. Украинскую территорию прекратят бомбить там, кинжалами, всеми этими сарматами, всеми этими фабами, кабами, дронами. И Украина со своей стороны это делает. Но ведь Москва на такой не пойдет никогда, понимаете? Москва видит в этом свое преимущество, в дистанционном поражении целей на территории Украины, причем произвольно выбранных, по всей территории Украины, чего Украина позволить себе не может. Если бы Украина изо дня в день Спасскую башню Кремля бомбила, они бы, наверное, еще призадумались, сказали, не, давайте действительно прекратим. А когда там что, население там, в Белгороде или там еще где-то, да какая им разница, пусть все там в Кремле вообще наплевать на это. Поэтому они же не идут на такие условия прекращения огня. Вот прекратить трогать территорию за пределами линии фронта. О чем это свидетельствует? О том, что Москва любые прекращения огня, любые всякого рода договоренности такого рода промежуточные обратит в свою пользу. Понимаете? Так, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду. Вот. А не то, чтобы это был какой-то компромисс, приемлемый двумя сторонами. Марк, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за ваші цікаві, фахові, як завжди, думки. Друзі, не забувайте підписуватися на YouTube-канал Марка Фейгіна «Фейгін Лайв». Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьера Индии Моди за теплую встречу с Путиным в день массированного обстрела Украины. А это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии в такой день обнимается с Моди, самым кровавым преступником в мире, написал президент. Но и в то же время мы видели эти кадры, видели, как Моди называет Путина своим другом. Это что, дешевая нефть кровью не пахнет? Ну, вообще, вы знаете, я в Индии жил больше 3 лет, вот, и хорошо знаю эту страну. А, к сожалению, индийская внешняя политика всегда была максимально эгоистичной. Ну, давайте вот, особенно вот с приходом к власти Моди и вот этой его Бхаратия Джаната партии националистической, да, если вы посмотрите просто вот на любых международных форумах, вот что они говорят по самым разным глобальным проблемам, там от разных войн и конфликтов до климата и так далее, до международной торговли. То есть, они вот делают все исключительно как им выгодно. Это, конечно, очень плохо. Вот об этом надо серьезно говорить. И в том числе и индийскую оппозицию призывать как-то более активно проявить себя в этом смысле и встать на защиту международных демократических ценностей. Потому что, ну, действительно, это отвратительно выглядело, как Моди там с ним обнимался и улыбался вот на фоне всего этого происходящего террористического. Да? Вот. Но, вы знаете, здесь есть не только плохие новости. В целом, вот интересно, если посмотреть на последние все эти международные встречи Путина и визиты, да, обратите внимание, какие они удивительно пустые. То есть, они с Моди, вот там нефть, да, но они не договорились, в общем, ни о чем. Да и нефть поставляется в Индию с огромными скидками. Моди страшно недоволен большим количеством вещей. Например, что у нас дисбаланс в торговле, то есть, Россия экспортирует много нефти, но индийский товар не покупает. Вот они, индусы, пытаются вот эту тему пушить, но не решается этот вопрос. В общем, из-за них самих, потому что их рупия не является какой-то удобной валютой для международных расчетов. Да? Дальше у них ключевая проблема состоит в том, что у них фактически обрушилось военно-техническое сотрудничество. Индия традиционно была крупнейшим покупателем российского оружия, но видно, что из-за войны Путину это оружие нужно, или, по крайней мере, мощности военных заводов ему нужны для того, чтобы все это поставлять на фронт. И Россия начала затягивать поставки. Вот по С-400 там зависшая ситуация и много еще чего. Мы видим, что Индия начала разворачиваться очень сильно в сторону Запада в плане поставок вооружений и даже, возможно, их совместного производства с западными компаниями в Индии. Так что, такой очень мрачный фон. Расчеты не работают. Сотрудничество по экспорту российского оружия сокращается. Индия недовольна. И, кстати, вот по составу, если посмотреть, я вот глянул сейчас, что у них сегодня было вот по составу делегации на встрече, ну, явно там обсуждали только нефть и оружие, потому что других больше как бы вопросов в повестке нету. Так что, плохая новость, то, что, конечно, вот
все эти хахоньки, обнимашки у Моди в такой трагический момент выглядят так отвратительно, но хорошая новость в том, что сколько бы они ни обнимались, содержания там никакого нет. Как и с Си Цзиньпином в мае у него его не было там и так далее. Поэтому вот пока что у Путина как-то вот включить зажигание во всей этой его международной антизападной коалиции не очень получается. Обнимашек много, содержания мало. Кстати, Блумберг писал, что Россия и Индия будут якобы каких-то сообщений и соглашений достигать по поводу поставок урана для новой атомной электростанции. Но и также была информация, что обсудят вопросы денежных расчетов между двумя странами. После отключения России от банковской системы SWIFT им как-то необходимо вместе теперь работать по-другому. А эти вопросы и действительно обсуждали? Я уверен, что да, они сейчас в связи с тем, что Америка ввела санкции по урану, они будут бешено рыскать по всему миру, искать другие рынки, но сопоставимого рынка для продажи урана они не найдут, потому что, ну, слушайте, там 2/3 мировых атомных электростанций – это США, Франция и Япония, да. Вот, они российский уран покупать так или иначе не будут. Поэтому здесь что-то там, какие-то крохи они пристроить смогут, но там многого от этого ожидать нельзя. По расчетам, смотрите, это нерешаемая ситуация. Просто она, в принципе, нерешаемая. Почему? Потому что сама политика индийских властей, она вот такова, что они против активного использования рупий за рубежом. То есть, они хотят... Это тоже вот еще обратная сторона вот этого внутреннего такого государственнического эгоизма. Да, что они очень боятся рисков для собственной валюты, если она станет там, активным игроком в каких-то международной торговле и расчетах. Да. Поэтому ее не получается. То есть, вот они что получают? Что российские экспортеры что-то продают за рупии, они остаются в Индии, вывести их сложно. Да? Сейчас они обсуждали какую-то схему, договорились, значит, вот на что им эти рупии разрешат конвертировать в инвестиции в какие-то проекты внутри Индии. Но вот у меня, внимание, вопрос, да. А как они, допустим, на этих проектах какую-то прибыль заработают, а как они ее-то будут выводить? То есть, все равно это, в общем-то, просто какая-то временная оттяжка той же самой проблемы, но ее фундаментально она не решится. Потому что, еще раз, у индийцев есть вот эта вот страшная настороженность, зарегулированная очень их валюта, они не хотят ее отпускать в мировое свободное плавание, потому что это для них чревато, вот как они считают, рисками. Поэтому я еще раз повторю, что это, вы понимаете, это не случайно, что в последние 30 лет экономика России настраивалась прежде всего на торговлю с Европой и с открытым миром. Да? Потому что вот с этими всеми странами, с ними огромная проблема торговать. И логистическая головная боль, там, и нету каких-то ликвидных, удобных валют для расчетов. Так что ничего, они обниматься могут сколько угодно. Проблема расчетов с Индией нерешаемая. Вот ничего они не смогут здесь сделать. Также Путин и Моди якобы договорились о том, что вернут индийцев в Индию, которые воюют в Украине на стороне Российской Федерации. Некоторые уже и погибли, были такие случаи, но все-таки договорился Моди, чтобы всех возвращали. А как же так случилось, что граждане Индии оказались в войне с Украиной? Ну, вот было много расследований на эту тему. Их реально заманили обманом. То есть, их заманили вот каким-то, я не знаю, там, турами или работой, но не подразумевалось, конечно, никакого участия в войне, а просто привезли там в Ростовскую область на какой-то сборный пункт, дали обмундирование, оружие там и вперед. Вообще, понимаете, вот еще раз, это одна из таких вот вроде мелочей, там немного этих индейцев, как я понимаю, но которые подсвечивают, насколько у них огромный дефицит персонала по комплектованию армии, что они вынуждены идти на такие трюки, как обманом индийцев на фронт бросать. И президенты двух стран вынуждены значит, устраивать между собой разборку по этой теме, да, чтобы всех их вернуть обратно. Ну, то есть, операция по вот этому обманному привлечению индейцев на фронт, она, очевидно, закончилась провалом. Это еще... И, кстати, посмотрите, если хотите, я сегодня у себя на канале выпустил большое видео про огромное количество кризисных проблем вообще в путинской армии и военной промышленности. И вот там самая ключевая проблема, конечно, кадровая. И здесь вот такие эпизоды подсвечивают, на какие адские просто ухищрения Путину приходится идти, и на скандалы потом с своим вроде близким там другом и союзником. Да? Просто потому, что им людей для комплектования армии не хватает.
Финансовая изоляция России может возникнуть только если мировому рынку перестанут быть нужны товары российского экспорта, говорит Набиуллина. А какие товары российского экспорта еще покупают? Ну, наверное, все-таки нефть, да, остается приоритетной. И можно ли это изменить, чтобы и вправду состоялась финансовая изоляция России? Вот видите, здесь такая интересная история, что да, конечно, подавляющая часть нашего экспорта, там 3/4 традиционно, это сырье и товары первых переделов, там металлургия, химия и прочее. Да? Причем, когда вот эти санкции заработали, и Россия была вынуждена перестроиться на Азию, то вот мы видим, что вся эта торговля идет с огромными дисконтами, а логистика дороже. То есть, везти все по железной дороге на восток гораздо дороже, везти все танкерами вместо Генуи или Роттердама в Бомбей, да, гораздо дороже и сложнее. То есть, потеряли экспортные доходы от сырья и увеличились издержки. Но вот что интересно, что не сырьевые и не энергетические товары российские на эти рынки никто не пускает. Никто не пускает. Их там нет. И вот очень многие российские чиновники на эту тему плакались в последнее время. Вот было прикольно, зрители могут найти интервью замминистра Минпромторга Осьмухина, который сказал, что Россия не сможет по крупным сложным продуктам, типа самолетов, автомобилей и прочего, да, не сможет наладить импортозамещение, потому что нет доступа на внешние рынки. А внутренний рынок слишком маленький, и он не дает того масштаба, который вот нужен, чтобы там самолеты, автомобили производить. Потому что страна-то, в общем-то, нищая. Да? Вот. И вот эти все друзья по БРИКС, ни Китай, ни Индия, ни Бразилия, ни Южная Африка, они что-то не спешат российским несырьевым товарам давать доступ на свой рынок. Например, в прошлом 2023 году почти на четверть обвалился не сырьевой и не энергетический экспорт из России. То есть, вот здесь ситуация для России такая, что кроме сырья никаких других продуктов конкурентоспособных Россия производить не может и не сможет, потому что вот эти вот страны глобального юга не открывают свои рынки, а это ключевое условие. Второе ключевое условие, чтобы вот эта вся монопольная, коррумпированная чемизовская экономика смогла какой-то работающий продукт сделать. С этим тоже большие проблемы, потому что сколько они обещали там заместить парк Боингов и Airbus'ов там российскими самолетами, суперджетами, там тушками МС-21, ничего этого нет. Все это откладывается, потому что видно, что вот эта вся коррумпированная монопольная система с отсутствием клиентоориентированной культуры производства, они там все, они абсолютно советские, дяди там и так далее. Что такое конкурентоспособный продукт, они просто даже понять не могут. Да? Поэтому это ничего не заработает, не взлетит. И таким образом по экспорту остается единственный потенциал, вот это только сырье. Доходы от продажи нефти и газа России выросли примерно на 41% в годовом исчислении в первом полугодии, приблизительно 65 миллиардов долларов. И говорят, что все благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля, пишет Reuters. А почему, например, вот те же удары по НПЗ не приводят к тому, чтобы цены на нефть, они обвалились? Ведь теперь Российская Федерация должна продавать больше сырья. Почему тогда цена держится? Ну, там есть два вопроса. Первое – это вот про рост нефтяных доходов. Не стоит сильно впечатляться этой цифрой, потому что вот первое полугодие сравнивается с первым полугодием прошлого года, когда был самый сильный удар от начала европейского нефтяного эмбарго, и российская нефть стоила 50. Да. Они за год смогли как-то вот починить эти, там, чуть-чуть уменьшить дисконтики, починить эти отношения. То есть, она сейчас, стоит там вот по июню. Были цифры от Argus, российская экспортная смесь Urals стоила там типа 67-68 за баррель. Это немало, то есть, они получают стабильный денежный поток, это выше ценового потолка большой семерки, и с этим надо дальше работать, чтобы эти доходы уменьшить. Но им все равно этих денег не хватает, потому что видно, что они только что опубликовали данные, 1 триллион рублей дефицит федерального бюджета за первое полугодие, и будет больше 2 триллионов вот по только что внесенным поправкам за весь год. То есть, они с этими ценами все равно не умещаются, и, конечно, им надо больше. Теперь, что с ценами на нефть происходит? На них влияют не столько удары по НПЗ, сколько, конечно, действия ОПЕК+, по тому, что они довольно сильно сократили добычу в последние годы. Иначе нефть была бы где-то там на 50 или ниже.
Я думаю, что мы этот тренд еще увидим осенью, потому что вот в начале июня комитет министров ОПЕК+ объявил о решении, что они с октября начнут из этих квот выходить и добычу увеличивать. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что экономика Китая все никак не запустится и не вернется к высоким темпам роста. Да? Еврозона балансирует где-то вот на грани рецессии. Только Штаты показывают сейчас какой-то хороший экономический рост. Поэтому спроса достаточного нет. А если ОПЕК будет осенью увеличивать добычу, то я думаю, что все шансы есть, что цены просядут. Ну и, конечно, вот мы сейчас только что, вот я пришел к вам в эфир, вылез из Зума с европейскими, американскими коллегами, где вот мы конкретные меры эти обсуждали по повышению эффективности ценового потолка. Но вы видите, что они сейчас по этой теме все время серьезно работают и вводят санкции против судов, там, перевозчиков, трейдеров, и в том числе из третьих стран. Так что надеюсь, что здесь тоже удастся эти гайки прикрутить. Еще одно сообщение от Bloomberg. Пишет издание, что российские олигархи получают миллиарды долларов дивидендов из-за роста военной экономики России. Ну и говорят, что десяток крупных бизнесменов, они поделили 1 триллион рублей выплат за 2023 год и первый квартал 2024, поскольку их компании возобновили или даже увеличили выплаты на фоне адаптации экономики России к санкциям, которые вводят страны Запада. Многие из этих олигархов тесно связаны с Путиным, а некоторые сами попали под санкции. А как так происходит, что у них получается наоборот, еще жизнь лучше стает во время войны? Смотрите, здесь тоже вот как бы магия заголовков. Надо внимательно смотреть на все эти цифры. В принципе, это прошлогодняя новость, потому что что такое эти дивиденды? Это остаток. Вот очень много было обсуждения того, что российский бизнес получил в прошлом году рекордную сольдированную прибыль. Там, по-моему, типа 34 триллиона или 36, я точно цифру не помню. Да? Вот эти вот дивиденды, ну, понятное было, что часть этой прибыли пойдет на дивиденды. Значит, смотрите, две хорошие новости, кроме вот этих плохих. Да? Первое, что эта прибыль чрезмерно концентрирована в очень узком наборе отраслей. То есть, это нефтяники, банки, металлурги, химики, грубо говоря. Вот, то есть, вот 3/4 всех этих прибылей – это прям вот в нескольких секторах. Да? Вся остальная экономика в лучшем случае на грани безубыточности. Балансирует большинство секторов ключевых, там, таких, например, как машиностроение, розничная торговля, автоперевозки. Все с около нулевой рентабельностью работают. Вот, поэтому это вот чуть-чуть застит глаза. Там есть несколько крупных олигархических структур, у них большая прибыль. Дальше, значит, следующая эта рубрика «Еще не вечер», потому что государство тоже видит эту прибыль и начинает им налоги повышать и забирать эти деньги в бюджет. Это какое-то время бюджет поможет поддержать, но все равно не сильно, потому что расходы будут расти быстрее. И вот это вот изъятие прибыли, оно приведет к сокращению инвестиций и сокращению выпуска. И вот они уже там всякие вот эти тревожные разговоры ведут про охлаждение экономики. Вот это один из факторов желания забрать эту прибыль в виде налогов, который будет этому способствовать. Ну и третье, что вот сейчас очень много обсуждают, что да, олигархи получили дивиденды. Вы знаете, это гораздо лучше, чем если бы они эту прибыль куда-то направили на новые инвестиции. Скорее всего, вот те вот конкретные фамилии, которые называются, эти люди будут эти деньги пытаться из России как-то выводить. И это хорошо. То есть, вот это хорошая новость. Потому что у нас из-за очень жесткого валютно-экспортного контроля сейчас отток капитала сократился. Но, понимаете, вот если там представьте, что вы Олег Перов, да? И вот, ну, вот куда вам эти деньги инвестировать в России? Ну, вы же, конечно, вы будете пытаться их выводить какими-то способами, тем более Олег Перов это умеет. Поэтому очень хорошо. То есть, вот эти вот дивиденды – это не та часть, которая гарантированно останется в России и будет на путинскую экономику работать. Скорее всего, я думаю, что значительная часть этой суммы они попытаются вывести за рубеж. Это вот как раз то, что сейчас нужно. Меньше денег останется в России. Россия может столкнуться с тихим кризисом в экономике во второй половине 2024 года, поскольку основные движущие силы экономического роста – это потребление граждан и капитальные инвестиции, они окажутся под угрозой из-за возможного повышения ставок Центробанком. И к такому выводу пришли аналитики, говорят, что они близки к власти РФ, это Центр макроэкономического анализа. А что включает в себя понятие «тихий кризис» и можно ли ожидать уже глобального кризиса?
Ну, как тихий. Вообще, в целом, если посмотреть на вот экономическую ситуацию, он не такой уж тихий. То есть, инфляция – это максимально болезненная как бы, история для абсолютно всех. И для того же ВПК, потому что у них длинноинтервальная сдача, они получают деньги уже за готовую продукцию через долгий срок, когда эти деньги уже из инфляции сильно обесценились. Если, кстати, вы послушаете директоров оборонных предприятий, они активно воют на эту тему, что с нами, значит, контракты заключают там в ценах 2017 года, хотя все просто бешено подорожало. Да. Вот, то есть, первая история – это инфляция, второе, действительно, это то, что высокая ставка убивает долгосрочные кредиты и вложения в развитие. Вот, например, у нас доля финансирования капитальных инвестиций через кредиты банков 10% всего. В основном 2/3 предприятий вынуждены финансировать из собственных средств, то есть, той самой прибыли, которая вроде кажется большая, но у них других источников инвестиций нету. Они от международных рынков отрезаны. А кредиты запредельно дорогие, подавляющее большинство бизнесов не обеспечивает такую рентабельность, чтобы эти кредиты вернуть. Дальше это вот начинается курица и яйцо. Такая самоподдерживающийся эффект обратной связи, как говорят. Да? Когда высокая инфляция заставляет еще повышать ставку. Соответственно, дополнительное повышение ставки просто закрывает тему с доступными кредитами для бизнеса. Я вот тут сделал тоже вот еще одно видео у себя на канале. Я просто сделал нарезочку с даже не всего форума, а только с одной сессии. Вот у них был в начале июля в Питере финансовый конгресс Банка России. Вот посмотрите, они наговорили там просто, то есть, что частных инвестиций нет и не будет. Долгосрочных денег нет и не будет. При этом они не видят, что делать, потому что снижать ставку они не могут. Это приведет просто к дополнительному инфляционному взрыву и, в общем-то, к катастрофе. Ну, то есть, вот патовая такая ситуация в их собственных словах. Я здесь ничего не выдумываю. Поэтому вот этот СМАК, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, это действительно вот ведущий макроэкономический центр правительства. Его создателем был Андрей Белоусов, который вот сейчас... министр обороны, да, поэтому они уже не первый месяц об этом пишут, что то, что, значит, вот вышли на такую волну какого-то роста ВВП из-за быстрых вложений в военку, это дело исчерпывается, дальше подмораживается все. То есть, высокая ставка подмораживает доступность кредитов, инфляция вообще это большая угроза для экономической активности, дальше замораживаются импортные расчеты, Россия не может вести много оборудования и компонентов для производства, которые большинство завозится по импорту и так далее. Поэтому, да, конечно, все правильно они говорят. Это вопрос только, что это чуть-чуть растянулось во времени, но вот мы видим, как вот, в ближайшие месяцы все эти эффекты, они неизбежно будут наступать. Ну, кстати, сама же Набиуллина, она назвала 3 ограничения российской экономики, тоже говорит, дефицит рабочей силы, ограничение на доступ к технологиям и недостаток инвестиций. Она говорит, расти мы уже не можем, рост может быть только за счет производительности труда, а производительность труда – это технологии. А как вот можно расшифровать ее заявление? То что, роботы будут дальше работать? Ну, там очень много демагогии во всем, что они говорят, да, потому что это не подкрепляется какими-то реальными, заметными технологическими прорывами. Вот Греф, у него была очень интересная презентация в прошлом месяце на другом вот питерском экономическом форуме, вот это такой большой ивент, где был Путин там, и они много обсуждали все. Он показал, я тоже это вот все демонстрировал в своих видео, он показал график экономической сложности в России, то есть, который показывает роль высоких технологий в выпуске и производстве. Да. Она не изменилась за последние 15 лет. Не выросла. То есть, это такая максимально примитивная экономика-насос, как и была. Потому что инновации и технологическое развитие не прорастают в условиях отсутствия прав собственности. В условиях, когда у вас инвесторов и креативщиков сажает ФСБ, да. Когда у вас вводят драконовский контроль за движением капитала и валюты, и на все надо разрешение спрашивать. Вообще, такая простая вещь, по-моему, всем очевидная. Никакие сложные технологические продукты невозможно создать без международной кооперации. Вот. И Россия себе вот этой изоляцией все это дело разрушила. И пытается сейчас, значит, в срочном порядке на суперджет вместо французского двигателя приделать там непонятное что-то, что вот, как мы видим, не летает. Да? А, кстати говоря, вот еще раз, вот эта кооперация у нас работала, извините, с Западом. Да? То
То есть, вот тот же Суперджет – это самолет, который был начинен самыми разными западными компонентами и технологиями. А Китай нас в этом качестве не хочет видеть. И из совместного проекта CR-929, который подавали как российско-китайский широкофюзеляжный самолет, нас выкинул. Он теперь называется Си-929, буквы «Р» там больше нету. Вот Россия просто что-то, может быть, какие-то отдельные узлы будет туда поставлять, а может и не будет. Вот. Поэтому не будет технологий без Запада. Не будет инвестиций без Запада. Да? Ну, про вызов с точки зрения трудовых ресурсов – это нерешаемая для них сейчас проблема. Видно, что в России трудовых ресурсов меньше, чем нужно экономике, плюс Путину для войны. То есть, здесь предложение существенно трудовых ресурсов отстает от спроса. И никак эта проблема не решается. Как вот сказал на Питерском экономическом форуме вице-премьер Чернышенко, рождаемость не вырастет по постановлению правительства. Да, там еще Росстат, по-моему, сказал, что смертей сейчас больше, чем рождаемости в России, поэтому не все так гладко и красиво в будущем будет выглядеть. Кстати, по поводу того, что у Путина, наверное, проблемы с личным составом для вооруженных сил Российской Федерации, свидетельствует тот факт, что они все больше и больше покупают людей, берут на контракт, платят им огромные деньги. Тогда вопрос, откуда они берут эти деньги, на чем они могут сэкономить, ну и как долго их еще хватит? Ну, видите, вот вы слышали, что у нас сейчас принят пакет серьезного повышения налогов с 1 января. Это существенно региональные налоги. То есть, налог на прибыль и налог на доходы физлиц в значительной степени идут, прежде всего, в региональные бюджеты. А вот эти вот, как вы видите, выплаты при подписании контракта, их берут на себя регионы. То есть, они назначают вот эти вот доплаты. Им не очень этого хватает. Регионы все больше вынуждены занимать на долговом рынке. Ну, вот во многом, то есть, вот это вот как бы изменение налогового законодательства с повышением, прежде всего, налога на прибыль и НДФЛ, оно в значительной степени связано с тем, чтобы поддержать штаны регионам, которым, как бы, они считают, должно хватить денег на все вот эти вот военные выплаты. Но с таким фантастическим ростом вот самих этих выплат, вы видите, да, что они каждый месяц увеличиваются. И это уже такие очень-очень внушительные суммы. Вот мы видим 1 300 000, 1 600 000. Да? Вот. Ну, помножьте просто, там, допустим, на 10 тысяч людей, набранных по контракту в регионе каком-то, и вы получаете очень, очень внушительные суммы. Поэтому вот эта проблема, она будет нарастать вкупе с тем, что им по другим направлениям, вот я это в свежем видео на своем канале объясняю, им по другим направлениям тоже не хватает денег. По ВПК не хватает денег, потому что вот Чемизов говорит, что у них нулевая рентабельность. Да. По снабжению не хватает денег. Все мы слышим, что солдаты побираются, значит, и армия сама себе все покупает и действует как партизанский отряд. Это вот говорится с абсолютно официальных трибун. Я думаю, что они в ближайшее время будут вынуждены, если Путин не решит остановить войну, то они будут вынуждены очень сильно повысить военный бюджет на несколько триллионов рублей. Вот мы с вами в конце августа, в сентябре это узнаем, когда будет проект нового бюджета на следующий год. Россия заявила, что собирается и дальше поставлять газ в Европу через Украину после окончания контракта. Новак об этом сказал и говорит, все зависит от Украины, но мы знаем позицию президента Зеленского, который говорил, что газовый контракт продлевать с Россией мы не будем. А почему вот Россия так хочет использовать и дальше украинскую ГТС, и если все-таки этот контракт не продлят, то что потеряет РФ? Самый короткий путь вот во все это, ну, кто вот является получателем? Венгрия да Словакия, прежде всего, да, и Австрия. Вот, это такой вот главный кластер, который продолжает, к сожалению, в Европе российский газ покупать. Хотя вот Австрия, ну, непонятно тоже, что будет. У них там выборы осенью. И ультраправые сейчас находятся на лидирующих позициях, которые против санкций в отношении России. Но вот действующее правительство Австрии, они заговорили о том, чтобы постепенно отказываться от российского газа. Посмотрим, как у них это дело выйдет. Но в целом, то есть, для Путина транзит через Украину – это вот самый короткий путь вот в этот кластер, который у него сейчас в основном покупает газ. Венгрия, Словакия, Австрия. Иначе придется через Турцию тянуть. Это дороже. Турция будет, конечно, выторговывать себе какие-то свои там посреднические условия. Поэтому, конечно, Путин и «Газпром» хотели бы сохранить украинский транзит.
А когда Европа откажется от российского газа? Да пора бы уже. Вот я не знаю, они уже много говорят про поэтапный отказ до 2027 года, но конкретного плана на эту тему нет. Хотя хорошие признаки вот в том, что в 14-м европейском пакете санкций в июне появились хоть какие-то санкции против российского сжиженного газа, против перевалки в европейских терминалах, против новых проектов, там Арктик, СПГ-2 и прочее. Да? Вот. Это уже признак, что ситуация хоть как-то задвигалась. Я связываю большие надежды с новым составом Еврокомиссии. Надеюсь, что он как можно быстрее заработает, достаточно энергично. Ну и вот вы знаете, что новой главой европейского МИДа будет Кая Каллас. Вот у нее такая непоколебимая позиция по санкциям. И надеюсь, что все это завертится быстрее. Но им надо осенью просто конкретный план принимать по отказу от российского газа уже со сроками, там, квотами и прочим. Владимир, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы присоединились к эфиру и, как всегда, все объяснили нам очень просто на все сложные вопросы. И благодарна за то, что находите время для эфира. Я напомню, что Владимир Милов был с нами на связи.